Всем привет! Поговорим о 3D окне. Первым делом нас встречают типы симуляции. Есть симуляция на ГПУ, есть на ЦПУ. На ГПУ сильно быстрее, но с коллизией у него не все так идеально, особенно в старых версиях. Но если вы используете Marvelous с последними обновлениями, то там ГПУ симуляция работает хорошо. Я, попробовав ГПУ, на ЦПУ так и не вернулась. Вне зависимости от ЦПУ или ГПУ у нас еще есть градации симуляции. Чаще всего я пользуюсь только Normal на ГПУ. Да, у него не так точно работает коллизия, но иногда это только на руку, потому что при уменьшении точности коллизии ткань меньше конфликтует между собой. Далее идет просто инструмент выбора. Вот тут у нас инструменты выделения меша можно выделять как в 2D, так и в 3D окне. Вот, например, Select Mesh Box можно выделить. И к выделенному мешу можно применить некоторые функции. Можно его сабдивайднуть, я этим не пользуюсь, потому что это сильно нагружает симуляцию. Можно создать пин. Также пин можно создать вот здесь. Их можно двигать, они не участвуют в симуляции. Еще меш можно подфризить, применить к нему Solidify или усиление. Это я не знаю, что такое. Обычно все это меню я игнорирую, использую только вот эту функцию Create Pin. Кстати, пин еще можно ставить на клавишу W на английской раскладке. Здесь у нас иконка скульпта, я его игнорирую, он работает из рук вон плохо. Вот здесь у нас стайлайны. Что это такое? Когда мы нажимаем Edit Styline и щелкаем по нашему изделию, по нашей футболке, мы можем видеть точки и линии, которые мы можем передвигать. Тем самым мы редактируем выкройку в 3D окне. В 2D окне она изменяется автоматически. Я таким не пользуюсь, но может быть кому-то это будет полезно. Можно даже нарисовать свою линию, и у нас паттерн разрежется на две части. Эти функции появились в Marvelous, по-моему, не так давно, так что я в них не разбиралась и особо ими не пользуюсь. Edit так, он аватар, Edit line так, он аватар. Что же такое так? Так это булавки. Обычная булавка скрепляет две точки на ткани, в 2D окне или в 3D окне, неважно. Так он аватар делает нам булавку на меше и ткани. Line Tag делает у нас целую линию из булавок. И Line Tag он аватар аналогично делает линию из булавок на меше и на ткани. Для булавок и линий булавок инструменты редактирования почему-то разные. Здесь у нас иконочка сброса всех выкроек в 3D окне, они будут выглядеть точно так же, как и в 2D. Это нужно для пайплайна по ретопологии. На самом деле можно просто выделить любой кусок ткани и резетнуть его в 3D пространстве. Далее идет один из моих любимых инструментов. Я называю его почему-то сгибание углов. Вот как вот закрепилось, так и называю. Изгибание углов, потому что так он какой-то фулл-аргумент, я не понимаю. Смотрите, чертим паттерн. На паттерне чертим интервальную линию. Вот так. Берем этот инструмент и по интервальной линии мы можем сгибать ткань. А еще у линии появляется автоматический наклон вот здесь. Если мы поставим это все на симуляцию, у нас ткань в целом будет сохранять вот такое положение. Далее у нас дублируются иконки сшивания, иконки ретопологии, а вот эти инструменты точно надо знать. Смотрите. Важно 3D Pen Garment и 3D Pen Avatar. 3D Pen Garment может чертить разнообразные формы и линии, которые потом мы можем преобразовать в интервальные линии. Также мы можем прямо отсюда производить некие манипуляции. Это очень удобно, когда нам нужно сделать что-то, например, на стыке ткани. 3D Pen Avatar. Эта функция еще интереснее. Давайте скроем все наши паттерны. Shift-W. И с помощью этого инструмента нарисуем что-нибудь на аватаре. Этот инструмент работает в связке с функцией Flatten.
Нажимаем на Flatten, Enter, и в результате появляется ткань, которая вот имеет такую выкройку, не очень хорошую, если честно, в 2D окне, но при этом плотно прилегает к аватару. Буквально 2 дня назад Marvelous ввели обновление. Теперь, если вы зажимаете клавишу P, Петрова, то можно чертить линии прямо в 3D окне. И точно так же к ним применять функцию Flatten. Здесь у нас дублирование иконочек по текстурам и графике. Баттоны. Баттоны — это у нас пуговицы. Для них выделено отдельное окно. Можно настроить форму, выбрать уже имеющуюся, либо подгрузить как-то вот свою. Назначаются как в 3D, так и в 2D окне. Можно использовать их тупо для декоративных каких-то целей. Давайте посмотрим, как разработчик, какой инструмент для застегивания пуговиц у нас придуман в Marvelous. Щелкаете пуговицы там, где вам нужно, напротив баттонхолы. Можно тут все подправить. Наверное, в 3D окне будет поудобнее это все. И теперь берем и застегиваем их. Это сюда, это сюда, это сюда. Для того, чтобы когда пуговицы застегивались, у меня меш не тянулся, я их немножечко вот так вот тут меш пододвинул и нажму на симуляцию. В целом, как бы да, но это заменяется обычной, вот точно такой же эффект заменяется обычной булавкой. Я пуговиц так не делаю и использую их исключительно в декоративных целях, потому что инструмент для застегивания, откровенно говоря, убогий. Молнии — это вообще отдельная тема. В последнем обновлении Marvelous у нас завезли даже отдельное окошечко под них, где вы можете настроить форму слайдера, его размер, выбрать, как будет молния в текстурном варианте у вас отображаться, или каждый зубчик будет отдельным мешем. Это тоже вам решать. Можно поменять типы молний. Вот есть пластик, есть реверснутый нейлон, есть нейлон. Я для декоративных целей этот инструмент использую, но если вам предстоит какая-то оптимизация, его лучше заменить просто на 2 полоски ткани, которые сшиты между собой свободным сшиванием. Далее пайпинг и биндинг. Надеюсь, правильно произношу. Пайпинг создает окантовку в виде полой трубки. Можно настраивать ширину, можно настраивать particle distance и к какому пресету ткани принадлежит наша пайпинг. Биндинг у нас работает как окантовка плоским плейном. Можно выбрать месторасположение over или, например, с обоих сторон. Я использую редко, использую обычно на каких-то юбках, чтобы просто подшить край. У всего у этого есть UV, только пайпинг в режиме симуляции никак за ручку не берется, а биндинг вот прекрасно управляется. Я редко их использую, потому что очень часто они бывают, что лагают вот так вот между собой и приходится постоянно их сбрасывать. Инструмент пресс. Если кто-то объяснит мне, как он работает, я буду очень-очень сильно благодарна, потому что я признаю свою тупость, я не понимаю, как он работает, я что-то уже не посмотрела, сколько туториалов, я ни черта не поняла. Инструмент измерения. Начала пользоваться им буквально недавно. Очень удобно измерять рост аватара, когда ты не знаешь, в каком скейле ты его засунул. Вот тут у меня в полуторном скейле, то есть аватар у меня ростом 2 метра 69 сантиметров. Еще бывает удобно мерять от основания плеча до подмышки, чтобы чуть-чуть хотя бы немножечко просчитать высоту вот этой точки. Можно прекрасно вот так вот обмерить талию, обмерить обхват бедер и сидеть строить выкройки, если вы уже совсем с ума сошли. Здесь у нас кнопочка Play Motion. Ну, из названия понятно, за что она отвечает.
Здесь иконочка довольно-таки паскудного, я бы сказала, рендера. Ну, такой предварительный рендер. Посмотреть нормально. Вот схематичный инструмент очень мне помогает. Видно все шовчики, видно силуэт. Вообще сказка 10 из 10. Здесь у нас иконочки всяческой видимости. Вот можно показать аватар, можно показать то, чего у меня нет. Здесь у нас отображение вида ткани, то есть это толстая ткань, да, толстую ткань мы видим, или тонкую. Ну, так же примерно, как, наверное, в зебре, типа, знаете, дабл. Вот у тонкой есть изнаночная сторона, и мы можем более точно видеть шовчики. Обычно для ретопологии используется именно тонкая версия. Но я сижу на толстой, потому что мне для рендера вообще самое то. Вот здесь еще полезно, иногда смотрю какой-то Warframe, да. Здесь стресс-карта отличная штука. Показывает натяжение ткани. Strain Map примерно то же самое. И Pressure Map это показывает у нас давление. Аватар может быть текстурным, может быть монохромным, полупрозрачным. И можно показать у него еще Warframe. Здесь у нас настройки среды, можно показать свет, 3D-тени, ну и всякую прочую лабуду. На этом, я думаю, теоретическую какую-то часть знакомства можем заканчивать и перейдем уже к созданию самой простой базовой выкройки.